Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай, чего ждать. Что идет в вашу жизнь? Как изменится ваша жизнь? Или как все обернется? И в нашем Таро-прогнозе мы не ставим четких временных рамок. Почему? Да потому что как минимум 3 важных транзита будут влиять на жизнь каждого из нас. И это у кого-то произойдет, может быть, чуточку раньше, а у кого-то растянется, правда, с заходом таким хорошим на 2025 год. 3 важных транзита. И первый – это Плутон, который теперь уже перешел в знак зодиака Водолей надежно и надолго, на 20 лет. И Плутон – это некоторое состояние между прошлым и будущим. Но, пожалуй, остальные 2 транзита – это тоже где-то добавляют изюминку или вишенку на торт для того, чтобы мы с чем-то определились или приняли то, что не будет что-то продолжено, не будет как раньше. И эти 2 остальных транзита, первый – Нептун в знаке зодиака Рыбы, и до 7 декабря это будет тоже ретро-движение, а с 8 декабря это будет прямое движение, но Нептун останется в знаке Рыбы. Что такое Нептун? Это наши иллюзии или наши представления о ком-либо или о чем-либо. И здесь они тоже могут трансформироваться. Это для кого-то из вас может быть, ну, как прозрение, когда мы понимаем, что да елки-палки, жизнь изменилась, а я где-то там застрял в прошлом, или мои прежние взгляды на жизнь, они тоже могут претерпевать изменения. Здесь может касаться какая-то история по части конкретного человека, какой-то ключевой персоны, когда мы тоже можем словно прозреть. Но с другой стороны мы можем прозреть, к примеру, почему мы забросили какие-то наши желания, почему мы отказались от какой-то мечты. И вот больше определенности или переход Нептуна из ретро в прямое движение, когда мы на что-то не решились, а теперь у нас этой решимости хватит. И третий очень важный транзит – это Уран в Тельце. Так вот, ретро-движение, обратное, некоторое дежавю, будет продолжаться до конца января 2025 года. Внимание, мы уже с вами переходим на 2025 год. И после Уран, он никуда не уйдет из Тельца. Он останется в этом знаке зодиака. Но это будет прямое движение и какая-то новая концепция жизни. Почему говорю так? Потому что Телец как раз это олицетворение нашего благополучия, решение каких-то финансовых вопросов, решение, связанных с жильем или местом нашего пребывания. У кого-то могут из вас как раз быть такие задумки по части переезда. И даже если вы прежде не задумывались, точнее, где-то в ноябре вот эта перезагрузка уже может с вами происходить. Но в ноябре, если мы говорим о Плутоне, это еще наши, ну, как мировоззрение, или наше направление, или то, что мы внутри себя самих понимаем, что мы не хотим, кстати, продолжать. Но с учетом реальности это будет отстраиваться, как и в январе, феврале и в марте. Но, пожалуй, февраль-март – это основные месяцы, когда мы увидим, что вокруг нас, правда, мир меняется. Давайте узнаем, мои дорогие стрельцы, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, как изменится ваша реальность и с чем или с кем это будет связано. Судьбоносный период. Судьбоносный период на смене эпох. И первая карта – важное событие. Чем запомнится вам этот период? Что нового войдет в вашу жизнь? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Вы можете и пересмотреть какое-то дело. Вы можете по-новому условно переиграть. Или обдумав от ряда, может быть, методов отказаться и захотите какое-то дело рассмотреть, ну, как с новой точки зрения, со свежего взгляда. Это тоже сюда. Значит, неизбежно откажетесь от каких-то прежних методов взаимодействия или работы. Узнаем, чего это будет касаться. Неожиданности. Давайте узнаем. Что вам будет помогать, что вас будет радовать. Что вам может помешать осуществить тот или иной проект. Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие. И, может быть, то событие или что меняет вас самих, как меняется ваша жизнь. И
У меня есть вторая колода, сегодня новая. Я ее приобрела относительно недавно. И это карты оракулы. Они называются Ли Анджели дель Куоре, ангелы сердца. 44 карты. И это своего рода как мини-руководство. Я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие стрельцы, потому что есть у меня в планах именно на этой колоде. Она несколько отличается от всех остальных оракульных карт. Есть у меня мысль сделать личные прогнозы, точнее, на личную жизнь на 2025 год для каждого из знаков зодиака. Но она несколько специфическая, и поэтому мне будет интересно знать ваше мнение, насколько это откликается в вашей душе. И мы на этой колоде карту «Совет» достанем. А дальше посмотрим. Важное событие. Можно завершать наш прогноз. Пожалуй, открыть еще карту оракула и все. Что бы вы тут себе не задумали, ваша сильная позиция. Но это, кстати, это в первую очередь карта дипломатии. Почему? Это сила. Чаще изображается лев, но в этой колоде бык разъяренный, и человек сдерживает. Это что? Это прообраз наших эмоций. Нам придется пересмотреть свои эмоции и где-то сдерживать. Это некоторая перезагрузка может касаться того, что вы себе не хотите навредить. И, может быть, прежде бы вы кому-то что-то доказывали, правильность позиции или целесообразность какого-то мероприятия, или, наоборот, его отсутствие. А здесь вы будете настолько, вот как маг-волшебник, потому что карта силы имеет энергетику, как у мага. Более холодная энергия, как раз сдерживание вот этого самого огня. И для вас нет ничего невозможного. Сильная позиция, в принципе, на весь этот период. И, может быть, нам карта говорит, это максимально благоприятное время для того, чтобы, если не решить окончательно какие-то вопросы, но для себя вот эту перезагрузку совершить, это как важное событие. Вы, может быть, решите даже, кто-то из вас будет решать вопросы по части личной жизни, кто-то, может быть, строит карьеру, кто-то собирается переезжать, ну, самые разные направления. Но вот эта возможность, в принципе, когда нет ничего невозможного, самое главное, мои дорогие стрельцы, правильные методы какие-то отшлифовать или решить, или внутренне принять, как цель перед собой поставить, или важное решение. Поэтому, если мы спросили, важное событие, что-то у каждого, ведь это старший аркан, поэтому можно сказать, что внешние как раз события влияют на вас, но вы для себя уже какие-то приоритеты совершенно новые будете устанавливать. Давайте с вами узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Ну точно. Если я сказала первую карту открыть и последнюю, ну вторую тоже стоило открыть, потому что карта Солнца. Но это карта, опять же, нашего эго в первую очередь. Почему? А вот оно рвется наружу. Это Солнце, это горячность какая-то, это хочется настоять на своем. Более того, сильная позиция нам всегда, с одной стороны, дает преимущество, с другой стороны, она служит помехой. В каком плане? Нам же хочется настоять на своем. И, видимо, вот эти энергии внутри себя где-то вам придется обуздать, чтобы себе, правда, не навредить. Карта Солнца – это карта выбора правильного направления. Это радость, это возможность. Это счастье, мои дорогие. У кого-то, может быть, встреча с важным человеком. У кого-то вы ищете ключевых персон в плане партнерских отношений по вашему бизнесу. Или вы ищете работу. Или есть какие-то ваши задумки. И вы, скорее всего, то, с чем вы определяетесь, ну, где-то вторая половина до конца ноября и, может быть, заходом, ну, на декабрь. Или весь месяц декабрь. Скорее всего, больше воплощения начнется в январе, феврале. А там, наверное, какие-то внешние события, факторы для вас еще словно подтягиваются. И вам будут помогать. И поэтому вы можете тут очень многое сделать, как для себя самого, так и кардинально, словно пересмотреть многие составляющие вашей жизни и где-то себе даже удивиться, потому что насколько же вы поменялись, если мы будем сравнивать, к примеру, где-то ваши позиции в марте или даже в апреле, и оглянемся назад где-нибудь в октябрь. Вот какая-то... У кого-то это как метаморфоза внешних событий, которые вас подталкивают сделать какой-то выбор. Ведь это карта выбора правильного направления месяцев на 6, на 8. Но здесь все себе в плюс.
главное не навредить. Просто два старших аркана, причем одни из самых лучших, сильных, позитивных, они у вас выпадают, и правильные методы будут важны. Иначе, если мы не будем где-то готовы быть дипломатами, если мы не будем настраиваться на какую-то взаимосвязь, на контакты, а больше будем свое эго демонстрировать, мы сами себе помешаем. Ну и также и по Солнцу. Вроде бы планеты, назовите это Вселенная, высшие силы, ангелы, вам помогают. Но самому себе помочь это тоже важно. Хорошо, что же завершится или от чего, вы откажетесь сами. Восьмерка мечей, карта больного ребенка, так она называется в этой колоде. И мы знаем, когда мы болеем, допустим, высокая температура, да, у нас всегда словно восприятие мира, оно искажается. Потому что мозг, он работает в другом режиме как будто. Ну и мы сами себя не чувствуем в какой-то власти или в возможностях что-либо осуществить. Мы планировать можем, мы можем представлять, когда же я выздоровлю наконец и смогу это, приступить к этому или буквально осуществить какой-то проект. Вот заканчивается какая-то больная ситуация для вас. Или для кого-то из вас карта внутренних страхов говорит, что какие-то сомнения заканчиваются. Отчасти сомнений вы откажетесь сами. И вам будет помогать пространство, Вселенная, словно демонстрируя перед вами какую-то новую картину мира. Два старших аркана. Это всегда внешние обстоятельства. Неожиданности. Вообще потрясающе. Не упустите вот этот период, мои дорогие стрельцы, с ноября, вторая половина ноября и с заходом на 2025 год, как минимум январь и февраль. Вот этот период полугода, он в принципе для вас очень важен, как я уже сказала, и очень редко, поверьте, выпадает, когда и карта силы, и еще и карта мага. Вы можете менять социум, вы можете захотеть поменять окружение. Кто-то кардинально вообще и работу, и личную жизнь, и куда-то уедет. Вы точно, часть из вас будут рассматривать какой-то переезд или перемещение в связи, может быть, с релокацией офиса, или это ваше какой-то, как новый вид деятельности, который вам позволит путешествовать. Вы можете как раз задуматься о том, чтобы работать из любой точки мира, чтобы не было ограничений. Тут ведь два свободных человека. То есть две карты, которые как раз характеризуют свободную личность. Причем достаточно умную, достаточно прозорливую, когда работает великолепная интуиция. Совершенно иные энергии, нежели для вашего знака зодиака. В том плане, что маг, если мы спросили как неожиданность, это когда полное хладнокровие. И магами не рождаются, ими становятся за счет того, что мы вынуждены были пережить какой-то сложный период. Правда, не навреди самому себе. Основной постулат. И рационализм мага, он как раз тем и силен, что он умеет видеть правильно реальность. Да, у него есть какая-то своя высшая цель. И эта высшая цель отнюдь не деньги, отнюдь не цена. Это какие-то ценности. И, видимо, для вас какая-то, как неожиданность, может быть, ваш план. Или возобновление, раньше это была мечта, а теперь вы будете реально продумывать свои шаги, чтобы какой-то ваш проект осуществился. Вы можете, как неожиданность, сталкиваться тоже с такими сильными людьми. И эти люди достаточно будут интуитивны и словно отличаться от вас тоже. Поэтому вам совершенно необходимо где-то, насчет своего эго, так немножко причесать его, потому что вы будете сталкиваться, может быть, и с великими манипуляторами. И здесь яркое проявление эмоциональное того, что вы думаете или как вы к этому относитесь. Это все равно, что быть открытой книгой для окружающих. И с учетом ваших карт. Этого быть не должно. Вот, пожалуй, вот эти сомнения нас и оставляют. Когда мы понимаем, да, я, может быть, там хочу золотых гор, а вот реальность, она другая. И мне свои желания и цели нужно подстроить под эту реальность. Какую-то, может быть, даже Соломоново решение или среднее арифметическое извлечь из моих желаний, намерений и целей и из той обстановки, которая складывается на данный момент. Будьте магами и волшебниками. В квадрате, наверное, мои дорогие стрельцы, мне нечего добавить. Давайте узнаем, что же вам будет помогать. Прекрасный расклад.
должна сказать, сильная позиция. И даже если вы сейчас себя чувствуете, словно я обезоружен, или у меня сейчас такой в душе раздрай, когда я даже не могу себя словно собрать во что-то единое целое. Это нормальное состояние, как раз когда мы стоим на переходе этих эпох. Когда это как на пороге между прошлым и будущим. Это словно, знаете, как временной какой-то ветер, который может нас так слегка штормить, и мы пока не знаем, мы только знаем, что назад мы не пойдем, а вперед еще шагнуть страшно. Но если мы говорим, что помогает, получение денег помогает, значит, деньги вы можете заработать. Какая-то новая концепция благополучия. Это карта, когда мы остаемся довольны, когда мы рассчитываем, кстати, сами на себя, когда мы получаем какой-то прекрасный результат. Поэтому результаты вы будете видеть, ну, я бы сказала, достаточно в короткий период. Как минимум вы будете видеть, что я правильно избрал или избрала какое-то направление. И это вам будет придавать уверенности. Но и финансовая составляющая, она должна быть для вас всячески положительная. Это тоже уверенность. Уверенность в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. В целом все это помогает. Вы сами себе помогаете в каких-то совершенно правильных новых энергиях. Что может помешать? Когда мы будем распылять свое внимание. Иногда бывает тройственный союз, да? У кого-то это может проиграться любовный треугольник, все же мы все разные. И значит, вот этот раздрай тоже в душе. Или какая-то неразбериха в вашей жизни, может быть личная, она должна быть устранена. Вам это будет просто мешать. Потому что и налево, и направо мы пойти одновременно не можем. А вы словно вот как раз в период эпохи перемен, да вы еще какой-то ваш вопрос не решили. Может быть, это нерешенные вопросы, которые тоже вы не можете с чем-то определиться. А здесь как будто нужно определиться и в сторону вообще, может быть, чего-то нового. Я, кстати, могу предположить, у кого-то из вас, вы сейчас, может быть, когда в ноябре вы смотрите расклад, а те, кто будут смотреть значительно позже, может быть, в 2025 году, вы тоже придете к выводу, что значит где-то на момент ноября у вас, может быть, был выбор между двумя работами или двумя направлениями деятельности. А в итоге вы не возьмете ни первое, ни второе, а выберете что-то третье новое. Или с какой-то новой концепцией вы будете действовать. У кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, это может проиграться даже в личной жизни. Может быть, сейчас два знакомых, два друга или две подруги, и вроде и там мне хорошо, и там хорошо, и есть взаимопонимание и в одном, и во втором случае. А вот именно серьезно продолжать вы не будете ни первое, ни второе, а вы устремитесь куда-то в другом направлении. У кого-то, допустим, сейчас личная жизнь стоит на первом плане, но открываются такие перспективы по карьере или связанные с переездом, что вы устремитесь так далеко и быстро, что личная жизнь может отойти тоже на второй план. И тогда вот этот третий вариант, он у вас появится позже. И это будет что-то кардинально новое. Но какая-то неразбериха, она должна быть устранена. Это будет мешать. И будет мешать, ведь это все-таки еще и карта праздника, точнее, это в первую очередь. Поэтому мы можем и расслабиться ведь тоже. Или добавив себе уверенности, у меня сейчас все хорошо. Правда, карты даже не знают. Таро видно, что, правда, благополучный период. Значит, и я говорила, где-то с первых, может быть, недель, декабрь, январь, мы чувствуем, что у нас что-то получается. Мы можем выруливать на обгон, и мы можем расслабиться. В каком плане? А зачем идти дальше? А здесь нам не говорит ни одна карта о стопоре или о какой-то паузе. Словно вы, мои дорогие стрельцы, одну ступень прошли, и вы не можете остановиться. Это словно вздохнул, выдохнул, и уже следующая ступень. А если вы застрянете на одной ступени, потому что праздник как будто есть, он будет какие-то, или будут даже, я бы сказала, с учетом многих карт, какие-то очень хорошие знаменательные поводы, и вот не расслабиться, потому что вы потеряете темп или упустите драгоценное время. Что же за события, которые меняют вашу жизнь? Вселенная, пространство, колесо фортуны, мои дорогие. И вы что-то не можете даже сейчас, посмотрите, сколько у вас старших арканов.
даже спрогнозировать. Ваша задача пользоваться новыми возможностями. И эти возможности, они могут быть как ваш инсайт, ваше решение. Но это, опять же, еще и внешняя обстановка. И пусть эта внешняя обстановка поначалу, ну, условно, она вас обезоруживает, или вы к этому чувствуете себя не готовым. Но пройти вот этот, не упустить, опять же, какой-то момент для вас будет важно. Иногда события могут словно ускоряться, мы только что об этом с вами говорили. И вам не потерять этот темп будет тоже важно, ведь колесо фортуны имеет еще такое значение, как скорость. И сама по себе колода называется «Времена года». И не случайно, что изображение как раз колесо. Мы знаем, это колесо идет вверх, а потом неизбежно будет какая-то пауза. И вот для вас 6-8 месяцев никакой паузы. Это не значит, что мы галопом. Повторюсь, какую-то ступень прошли, вдохнули, выдохнули, пошли дальше. То есть паузы будут, о себе думать нужно, о своем здоровье. А тут как раз что-то будет со знаком плюс и в прогресс. Значит, у кого бы сейчас какие диагнозы сложные не стояли, у вас есть возможность как раз даже из самых сложных патовых ситуаций себя словно из пепла, как феникса, возродить. Верьте в себя, это самое главное. Наша психика и позитивное отношение к самому себе порой творит чудеса. Просто поверьте моему долгому лечебному опыту. Поэтому нет ничего невозможного, это правда. Так вот здесь не упустить, когда это колесо пошло наверх, потому что неизбежно будет пауза. И это все вас меняет. Тут вся концепция жизни меняется. И если мы где-то вовремя словно ухватим эту птицу Феникс или птицу счастья за хвост, значит, мы что-то можем совершить для себя удивительно полезно, восхитительно. Тут вся жизнь меняется. Мы спрашиваем, как изменится ваша жизнь. Да тут вообще все изменится. И я так могу предположить, у многих из вас все сферы изменятся. Может быть, начинает меняться одна, к примеру, работа или переезд. Но следом, значит, все остальные тоже подтягиваются. Давайте мы с вами узнаем, что же меняет вас? Вот выход из какой-то паузы. Посмотрите, две такие карты, которые нам говорили о какой-то больной ситуации или о зависшей, замороженной ситуации. Но что вам предстоит? Ведь так, если мы будем рассматривать старший аркан повешенный, это сам себя человек перевернул, как будто специально это сделал для того, чтобы что-то увидеть в новом ракурсе. И мы с вами говорили, другой взгляд на мир. Другой взгляд на вещи, новые, какой-то символ вас самих, мои дорогие. И вот этот солнечный свет уже как будто есть проталина. И среди вот этого холодного снега, среди сугробов уже цветет цветок. Поэтому от вас потребуются новые действия, себе не навредить. Я уже об этом говорила, потому что действие, как прежде, ничего не меняется. А тут самого себя изменить, концепцию жизни, сделать для себя что-то восхитительно замечательное. И словно и планеты, и высшие силы, ангелы небесные вам помогают, но от ваших приложенных усилий будет зависеть, как вы ухватите вот этот штурвал в виде колеса фортуны, чтобы ваша жизнь изменилась. Давайте мы узнаем на оракуле, что же нам подскажут как совет карты. И больше нам рассказывают карты оракула о личной жизни. Каков же совет? Прекрасный совет, мои дорогие. У кого-то конкретно примирение, потому что человек из прошлого возвращается в вашу жизнь. У кого-то это могли быть даже личная, допустим, жизнь, когда вы могли и поссориться, но теперь вы можете примириться, и может быть даже если, или пусть это дружеские какие-то отношения, или иные контакты, но как будто может быть человек, который вернется в вашу жизнь. И поверьте, если нам кто-то возвращается ноябрь-декабрь, это точно для чего-то нужно. Есть, значит, какие-то точки взаимодействия, когда вы можете быть полезны друг другу, или какое-то сотрудничество, пусть в новом ключе, но оно может быть и должно быть продолжено. Для кого-то из вас личная жизнь, или может быть какое-то знакомство, или вы можете узнать, услышать человека, с которым не было контактов долгий период времени, может быть несколько лет.
Словно выпал из зоны вашего видения этот человек и вдруг о себе напомнит. Или вы его случайно встретите. Может быть и так. И даже если прежде была какая-то ссора, вы можете примириться. Конечно, эта ситуация может проиграться, ну, где-то по части предложений, бизнеса, работы, партнерских отношений, по части заработков, такое тоже может быть. Ну, давайте я еще одну карту достану. Интересные подсказки у этого оракула. Что нам еще, как совет, расскажут карты? Флирт, мои дорогие. И поэтому карта нам напрямую говорит: добавь где-то больше радости, больше энергии и передавай ее другим. Как и в своей жизни, может быть, наполнись каким-то оптимизмом. А вы, мои дорогие стрельцы, великие оптимисты, вы солнечные люди, не случайно у вас солнце. Но, может быть, ваша задача как раз передавать эту энергию. Потому что сложный период, безусловно, смены эпох, он влияет на каждого из нас. И есть среди нас люди, ну, которые могут закрываться словно в свою ракушку. И когда, может быть, это очень важный тоже будет человек в вашей жизни, или какое-то сотрудничество с ним может быть, и он как раз откликнется на то, ну вот на ваш оптимизм, на вашу солнечную яркую энергию. Поэтому где-то ваша как задача, ну как миссия, можете даже так назвать, это передавать свою радостную энергию другим. Но или, может быть, мои дорогие, это новое знакомство. И мы с вами говорили, у кого-то как раз проиграется. Не отказывайтесь, если прежняя история по каким-то причинам личная не сложилась хорошо. Флиртуйте буквально. Радуйте себя и радуйте других. Давайте третью карту достанем и узнаем, что еще нам подскажут. Как карты оракула. Ангелы сердца. Алхимия любви, мои дорогие. Нет, все-таки вопросы личной жизни, они для вас будут очень важны. Это не значит, что мы сразу где-то строим какие-то далекие планы. Но все же нам говорят, что будет, если сейчас нет, или есть человек в вашей жизни, с которым будет очень сильное, словно магнитное притяжение. Алхимия любви, внутренняя связь какая-то, взаимопонимание. И нам на карте двое, посмотрите. Мужчина обнял девушку, и они как на одной волне. Это не просто страсть, это не просто физиологическое влечение, хотя как раз где-то об этом тоже говорят. Это еще и единение души. Одни какие-то интересы. Смотреть, мы говорим, в одном направлении. Мы все разные. Но вот от того, в каком мы направлении смотрим, насколько мы воспринимаем друг друга или можем договориться, насколько нашим душам хорошо. Вот это очень важно. Поэтому любовь какая-то, она будет или может присутствовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.